Всем привет! По-прежнему серия для самых начинающих, и сегодня в видео мы поговорим о видах накида, то есть добавления петель, если вам нужно это по расширению изделия. То есть у вас идет рукав, если вы вяжете, он всегда идет кверху на расширение, если вы его вяжете снизу. Допустим, часть свитера от бедер, допустим, груди хотите вы, если как летучая мышь, тоже расширение. Вот поговорим о таком виде петель или накиды, которые используются в орнаментах. В общем-то, покажу самые простые, которые я использую. Они, в общем-то, у меня все такие самые-самые простые варианты. И на примере вот как раз на толстой пряже покажу сегодня. Вяжем мы, допустим, лицевой гладью, и мне нужно добавить вот расширение рукава. Во-первых, я никогда не делаю их вторая или третья петля. Мне потом нужно будет собирать изделие, метиться тут очень аккуратно все. И вот этот лишний визуальный шум, это еще на таких крупных хорошо видно. А чтобы изделие проще собрать, я всегда делаю третью, четвертую, пятую петлю, где-то вот в этом варианте. Ну, тут мы вот сделали 4 петли, значит, первую сняли, 3 лицевые и делаем накид. Накид делаем вот, просто вы ее раз и оборачиваете об спицу. Вот ниточка, оп, все, накинули, вяжем дальше. 3 петли. Теперь другой вид накида, накид с перекручиванием. Накид. Вы эту петельку как бы вот захватываете. И перекручиваете. И затягиваете. Еще раз показываю. Накинули. Вот. Накинули. Зацепили ее и перекрутили. И затянули. Еще раз на всякий случай. Набрасываем. Обе ниточки как бы вот цепляем и перекручиваем, затягиваем. И еще 3 петли провяжем по рисунку. В данном случае у нас это лицевые. И теперь делаем накид набор петли, не будем называть это накид, набор петли из предыдущего ряда. То есть это речь идет о добавлении петель. Что мы делаем? Вот у меня с одной стороны, с другой стороны петли. Сейчас мы берем нить, за вязание ее заводим. Вот. Видите, соединение между петлями есть такое. Под него залезаете спицей, цепляете. И у вас получилась на ровном месте лишняя петелька. Вот это как раз те варианты, когда нужно добавить петли, чтобы изделие расширялось. Как правило, чаще всего это на рукаве, на полочках, спинках тоже, потому что сейчас любят и приталивать изделия. Так, последняя петля всегда изнаночная. И тут вяжем. Сейчас я провяжу этот ряд и покажу, чем они будут отличаться, эти варианты петелек. Так. Здесь вяжем по рисунку. Сейчас, кстати, когда подойду поближе к этому накиду, то тоже покажу, как их провязать. Все время ухожу из кадра, потому что смотрю на вязание, а не в кадр. Так, вот у нас накид, тот, который мы вытянули петлю, он фактически ничем не отличается от обычной петли. Так что здесь как обычную изнаночную, так и вяжете. Так, вот петля у меня, которая с перекрутом. Здесь нужно с этой стороны, фактически это точно так же, как и вязать изнаночную. То есть накид у вас есть, вы заводите в петлю вот так, вот сюда, вот, оп. И так же, как изнаночные я показывала, так и вяжем. Так, и сейчас будет еще петля, которая просто накид. Так, вот у нас накид.
Вот он как выглядит сбоку. Я завожу, ой, накинуть, конечно же, куда же без накида, у нас изнаночная. Накинули нить. Вот с этой части завели, за переднюю стенку зацепили и протащили. Вот у нас 3 петли мы сделали. Так, сейчас мы до конца дойдем. Последняя изнаночная, но тут она и по рисунку изнаночная. Так, и смотрим. Достаточно это будет, чтобы мне вам показать. Да, достаточно. Ну вот, смотрите. Вот первый вариант. Видите, дырочка образовалась. Так, вот второй вариант. Это перекрученная петля. И третий вариант из предыдущего ряда. Вот здесь и тут образовались дырочки. Вот они визуально видны. А тут, где перекрученная петля, не видно. И вывод какой? Если вам нужно делать добавление петель, то есть расширение изделия, и сделать это максимально незаметно, то лучше всего подойдет петля с перекручиванием. Если это у вас для создания некого орнамента из дырочек, потому что такие тоже бывают, то эти варианты, они интересней. Но тут нужно учитывать одно. Если вы берете какой-то ажур, обязательно делайте это системно. То есть если вы выбрали какой-то вид петель, какой-то вид накида, чтобы вот эти дырочки оставались, то он такой должен быть. И второе, то, что если вы где-то без необходимости, то есть вам нужно, чтобы это был свитер прямой, а вы вдруг делаете дырочки для орнамента, потому что я сама придумывала тоже орнаменты, вот и ромбами эти вывязывала накиды. Там, конечно, так просто начинающим не начать, нужно этот рисунок хорошо, орнамент продумать. Но если уж вы используете и добавляете где-то вот такие вот дырочки, то имейте в виду, что если вы петлю добавили, то ее где-то надо убавить, иначе у вас изделие будет расширяться. Чем больше подобавляете, тем больше будет расширяться. То есть, если изделие по прямой, то любой накид должен где-то уходить в убавление петель. Убавление петель я покажу в другом видео, чтобы слишком не загружать вас. Сейчас я еще раз повторю варианты петель. Добавление. Так, первую всегда снимаем. И добавляем. Значит, первый способ — это мы добавляем просто накид. Вот, просто накид, он оставляет, вот как мы видим в предыдущем ряду, вот такую дырочку. Так, второй вариант — это такой же накид, но с переворотом. Показываю, вот оно у меня наделось, оп, затянулось. Затягивайте туго, чтобы слишком размашисто не было, чтобы тоже не осталось никаких следов, отверстий. Вот она, видите, она аккуратно набранная петелька. И еще один способ — это из предыдущего ряда. Он простой. Нитка за вязанием. Вы продеваете под самую верхнюю перегородочку между петлями, то есть вот эта нить сюда продеваете, цепляете вязальную нить и вытягиваете. И вяжете дальше. Вот я сделала еще. Вот сразу видно, что здесь будет дырочка. Здесь набор у нас из перекрученной петли. Никакой дырочки нету. И вот из предыдущего ряда тоже есть дырочка. То есть вы поняли, если нужно добавить скрытно, лучше всего перекрученный накид. Все, всем пока, до следующих видео.